Достоинство гороскопа. Как, вы еще не знаете, кто? Ну, молодцы, знаете, конечно. Скорпионы. Абсолютное достоинство гороскопа. Плутон. Основной управитель. У вас их два. Марс и Плутон. Но основной Плутон. А Плутон это тяжеловес, очень достойный. Любому даст достойный ответ. Поэтому да, скорпионы, вы достоинство гороскопа. И смотрим, что июнь месяц нам принесет. А общая картина месяца для вас, скорпионы, в личном плане. Этот месяц для вас сделает вам много счастливых моментов. Много преподнесет личных счастливых подарков, долгожданных. Вот такой фон месяца. Почему? Задействованы два ваши управителя. И Марс, и Скорпион. Один из них в середине месяца делает транзит. И также много задействовано вашего 8-го сектора. То есть сектор, который отвечает за скорпионов. Это все в хорошей, на пике, в хорошей стадии. Поэтому, конечно, в личном плане этот месяц вам принесет, вам подарит счастливых много достойных моментов. Достаточно их будет. И сразу с вами давайте посмотрим, обратим внимание на первый гармоничный аспект. Это Солнце делает трин, 3 числа делает трин к Сатурну. Солнце это всегда кто я. Когда ты рассматриваешь гороскоп, сразу ты смотришь, первым делом ты смотришь, в каком знаке рожден Скорпион, то есть где его Солнце. Первое это Солнце. Начинается гороскоп Солнца, то есть кто я. И это кто я делает трин, то есть гармоничный аспект к Сатурну. Сатурн, который голова гороскопа, который гордость гороскопа, ответит на вопрос, кто ты. И для вас это 4-й, 8-й, захватывает 4-й, 8-й сектор. То есть все, что связано, почувствуйте поддержку от вашей семьи, от вашего дома, от ваших родных и поддержку очень сильно финансовую. А также многие выразят вам слова любви, слова большого к вам уважения, расположения к вам. Да, что-то связано с недвижимостью, решается вопрос, возможно, переезды, либо вы забираете родителей, либо вы переезжаете к родителям, расширение какое-то, пристройки какие-то делаете. То есть немножко сила от вашего, чувствуете, сила от вашего дома, от вашего корня, от ваших родных. А также, конечно же, по 8-му сектору это финансы. Ваша семья, финансы, расширение какого-то бизнеса, поддержка, то, что вы уже имеете, поддержка, то, что у вас уже в руках. Возможно, в банке вам определенный процент вы сможете договориться о том, что вы снизите процент. То есть все вышестоящие организации, которые к вам, вы будете в них чувствовать поддержку, к вам благосклонно будут на вас отзываться. Или кто-то старший по рангу, старший по возрасту, старший по званию вам оказывает свой суппорт, свою поддержку, и вы это будете очень хорошо чувствовать на этом аспекте. Следующий аспект, который тут же образуется 2-3 числа, образуется Венера. Венера сейчас находится в Раке, и ее позиция мягкая, домашняя, душевная, семейная, располагает к семейному быту, очень застолье, поговорить, расслабить, рассказать, расположить. Вот такая вот здесь Венера. И так как она находится в Раке, то есть в водной стихии, вам она очень хорошо откликается. И Венера тоже делает трин, то есть тоже делает благоприятный аспект. И этот аспект она трин делает к Юпитеру. То есть малое счастье соединяется, делает трин, гармонию к большому счастью. Всегда, когда есть такой аспект, это прибыль, это удача, это уверенность, это гармония, это авторитет. Что такое авторитет для Скорпиона? Для Скорпиона авторитет он сам.
И вот вы в себе сами почувствуете вот эту авторитетность. То есть на этом аспекте, что очень хорошо можно сделать? Избавиться от каких-то ненужных привычек, привязанностей. Причем самому себе сказать вот эти вот магические, самые драгоценные слова, которые вы сами себе можете сказать. Вы для себя сами авторитет. Для скорпионов не существует авторитетов ни в виде кого, ни в виде учителей, ни в виде взрослых, ни в виде старших. Не существует. Вы для себя сами авторитет. Поэтому вот этот аспект, это самому себе в чем-то признаться, самому с собой поработать, договориться с собой, показать себе, рассказать себе. То есть самим собой вот этот вот найти гармонию к самому себе. Если у вас есть привычка, вы от нее хотите избавиться, курить, очень хорошо на этом аспекте. То есть вы сами себе это слово скажете. Если вы хотите избавиться от каких-то токсичных отношений, тоже можно в этот период самому себе сказать стоп. А вы это тот, который сказал и перевернул лист. Все, эта тема всегда навсегда закрыта. Не возвращаюсь к ней. Теперь прибыль, удача. Конечно, по Венере и по Юпитеру это всегда прибыль и всегда удача. Тоже очень гармоничный аспект, который на вас очень хорошо, сильно отражается. Смотрим следующий аспект, который будет 5-6 числа. И этот задействованы оба ваши управителя, и Марс, и Плутон. Марс еще находится в Раке, в водной стихии, и ему там некомфортно. Он уже не от Овна, Марс, и еще не к Скорпиону. То есть он еще такой здесь сырой Марс такой. Энергия какая-то такая вялая, не очень активная. Больше бы ее пустить в дом, в домашнее душевное, как в Раке это делается, дела. Но здесь немножко Марс начинает о себе заявлять, вступает в оппозицию к Плутону. Плутон стоит в Козероге, тяжеловес, медленный, достойный, едва еле разворачивается, еле поворачивается, нерасторопный такой, никуда не торопится, продуманный. И Марс делает оппозицию, то есть делает конфликт, нарывается на конфликт. Если перенести это в условия природные, то по Марсу это могут быть пожары, это могут быть остро колющие предметы, это могут быть гонки на дороге, кого-то обогнать хотите, кого-то скорее спешка ненужная, бестолковая. Когда ты едешь на дороге, всегда ты жертва, если ты торопишься, если ты на конфликт напираешься. Кого-то подрезать, кого-то обогнать, кого-то не пропустить, ты становишься жертвой. Поэтому, конечно, Марс здесь очень сильно будет играть. Марс что-то куда-то, и особой спешки нет, а вот как будто ты торопишься, и ты всегда здесь напоришься на какой-то конфликт. По Плутону, о чем этот конфликт? Это все, что сам по себе Марс – это воин, бог войны, воин. Плутон – это армия, это войско. Поэтому смотрите, каких две несовместимо для того, чтобы вступить в конфликт. Все, что связано по Плутону, конфликтность, в природном проявлении могут быть землетрясения, могут быть наводнения. То есть все, что связано вот с землей. Поэтому да, чувствоваться будет это и в природе какие-то мы будем слышать, какие-то такие явления, которые будут в мировом масштабе. Мы услышим, да, враждующие какие-то конфликтные ситуации между двумя противоборствующими, которые выходят на острый конфликт, но настолько, во-первых, очень короткий этот аспект, во-вторых, настолько все гармоничных, много аспектов, настолько все уходит на нет, как-то что-то куда-то уходит, опять возникнет какая-то конфликтность, но она моментально не работает, действует. Если это перенести на бытовое, на нашу земную жизнь, этот острый конфликт говорит о том, что ты проявляешь немножко агрессивность, злость.
какая-то конфликтность, повышенная такая взрывоопасность, немножко что-то как-то выразить это. Тот скорпион, который сидел молча, не особо проявлял свои эмоции, эти эмоции накопились. Каким образом они могут выйти? Они могут вот таким образом выйти. То есть ты взорвался, ты закипел, ты выброс этот сделал этой энергии. Но смотрите, любой аспект, для чего его рассматриваешь? Для того, чтобы его знать. А когда ты что-то знаешь, если ты знаешь, что на дворе идет дождь, ты берешь что? Ты берешь зонтик. Потому что ты знаешь, ты видишь, дождь идет, и ты знаешь. Или ты знаешь о том, что вечером пойдет дождь, с утра берешь с собой зонт для того, чтобы под дождь не попасть. Вот это точно так же в астрологии. Ты знаешь про этот аспект, так зачем тебе на него нарываться? Возьми вот этот вот зонтик, обойди этот аспект. То есть, да, сама обстановка будет вот настолько противоборство, каждая будет на себя тянуть, вызывать на конфликт. И, конечно, для того, чтобы не создавалась эта конфликтность, не надо ее именно вызывать, провоцировать. Вы можете сами, потому что обе ваши планеты задействованы, именно сделать вот эту провокацию. Не создавайте эту провокацию. Тем самым вызывает такой провокационный момент. Поэтому не вызывайте. То есть, если к вам обращаются, ответьте, скажите. Потому что вы же разговариваете молча. Вторая половина не понимает, как вы отреагировали вы или нет. Поэтому вот именно самое главное, не допустить вот этих вот ненужных провокаций и самому никакой агрессии, никакого конфликта. Этот аспект очень короткий, лучше его обойти, лучше достойно по Плутону. В чем заключается достоинство Плутона? В том, что ты именно достойно поступаешь. Ты не накричал, не наругался, не обозвал, не острую ситуацию конфликта не принял, а ты достойно промолчал или ответил, или обошел этот конфликт, или вернулся к нему еще раз тогда, когда этот аспект пройдет. Поэтому 2 дня всего лучше не конфликтовать, не провоцировать на эти конфликты. 10 числа будет новолуние, и следом здесь же 10 числа будет кольцевое солнечное затмение. Оно будет проходить в Близнецах, для вас тоже сектор, который отвечает за финансы, за влюбленности. Да, очень много в этом месяце вы получите именно счастливых подарков такого личного характера. А также здесь у вас в этом же секторе будет находиться весь месяц Меркурий. О чем это кольцевое затмение говорит? Просто искусству научиться, искусству выражения своих эмоций. Если вам человек нравится, говорите ему. Именно эмоционально. И Меркурий здесь находится. Скажите, объясните, расскажите. Скажите слова любви. Не каждые люди догадываются. Потому что скорпионы во многом догадываются. То есть вот зашел, увидел какую-то обстановку. Много из этой обстановки уже догадался, что здесь происходило, как здесь происходило. Самые сильные криминальные исследователи. То есть вы именно вот этим вот чувством, которое у вас есть, чувствую, вы догадываетесь, практически никто из знаков. Рыбки еще могут также, там интуиция очень сильная. А так человеку говорить надо. Поэтому вот здесь вот, конечно, очень на это затмение очень большое его преимущество в том, что слова, коммуникации, искусство выражения в словах. Ваше слово очень сильное. Ваше слово может вылечить, ваше слово может человека. Сильное слово. Это в слове есть определенный код. Вы так думаете, что сказал и сказал. Для кого-то это прям вот код, как будто какое-то как заклинание. Поэтому очень важно говорить слова.
выражать свои слова, выражать это прям по этому новолунию и по затмению, которое будет кольцевое солнечное затмение, важную роль будет играть именно ваше слово. Научитесь выражать эти слова. Причем потом это полнолуние, это новолуние, которое ты строишь новые планы. Ты на много вперед строишь планы. Делайте себе планы, озвучьте себе их, скажите себе, возможно, себе их где-то запишите. И постепенно даже представьте себе, как вы себя видите через 10 лет, как вы себя через 8, 5, 7 лет, что вы видите, какую картину. И вы ее магнитом себе, но ее надо произнести, сказать, притянуть ее к себе, как магнитом. Следующее, 11 числа, Марс поменяет позицию, и вы ее почувствуете, эту позицию. Марс зайдет к львам и наденет корону на свою голову. Просто у львов, то есть вы будете чувствовать свой Марс. Вот тут он набирает силу, и вот это Марс, который будет уже принадлежать ближе уже к вам. Ваш Марс, который будет продуманный, который будет великолепно на обучение, на представление, на презентацию самого себя. Энергии будет много, рассказывать о себе, показывать себя, заявлять о себе, говорить о себе. Здесь достаточно будет энергии. 22 числа Меркурий пойдет в прямое движение. И так как Меркурий это быстрая такая планета, и очень многие рождены уже в натальных картах, у очень многих ретроградный Меркурий. Здесь, когда он идет что в ретроградное, что в прямое движение, энергия Меркурия очень хорошо чувствуется. И с 22 числа идет в прямое движение в том же секторе, в 8 секторе, в котором вы будете очень чувствовать, решаться будут все судебные дела, решаться будут какие-то вопросы, которые зависли, что-то дележ, который состояться должен был. Возможно, и развод, который уже давным-давно назрел, тоже решается. По бумаге все приходят к вам. Экзамены, которые сдавали, результат получаете. Все, что какие-то тесты, анализы, интервью, результат получаете. Оно все идет в прямое русло. 24 числа будет полнолуние в Козероге. Там же стоит у вас Плутон, полнолуние будет в Козероге, завершение определенного этапа. Возможно, вы завершаете или продаете, то есть подводите итог, захотите избавиться от какой-то вашей техники, которая вам уже не нужна, которой вы уже не пользуетесь. Это может быть автомобиль, это может быть и другое любое транспортное средство. А также все, что связано, подводите итог, все, что связано с близким вашим окружением. То, которое вам уже, возможно, и не нужно такого близкого контакта, а может быть и отпустить на свободное плавание даже своих родных, своих близких. Ну и 27 числа Венера переходит к львам. И энергию тоже Венеры вы будете чувствовать. Сама по себе Венера здесь будет королевишна. А куда Венера идет? Там, где находится ваш Марс. Вот откуда будет достаточно подарков и счастливых моментов в личной жизни. Идет Венера туда с 27 числа, где находится ваш Марс. И это все во Льве. То есть сама энергия, она искры везде пускает. Вот такое прям молнии между друг другом вспыхивают. Те, кто еще не в паре, очень большой шанс в этом месяце встретить своего человека. Прям искры вот такие вот загорятся. Особенно, когда Венера зайдет туда, где будет находиться Марс. Ну, вот такой месяц, Скорпионы. Вот такой месяц. Давайте его сделаем таким. Он больше от личных моментов, интересных, которые вас захватят, увлекут, унесут куда-то в какую-то романтику. Ну, оно все об этом говорит. Много всего вот таких аспектов задействованных, которые отвечают за личные такие планеты, за личные отношения. Ну, бесконечно вас, вы знаете. В первую очередь, только в первую очередь, это я вас уважаю. Абсолютное достоинство гороскопа – это Скорпионы. Научитесь выражать свои мысли, говорить свои мысли.
Это настолько окружающим, особенно те, кто с вами рядом, им настолько это необходимо, вот эти ваши слова, которые вы делаете, вы показываете, вы только не говорите их, чтобы догадались, но догадываться люди не могут. И жизнь не состоит от того, что догадалась, а может я не так догадалась. Жизнь состоит из диалогов. Вот когда ты говоришь, когда ты выражаешь, тогда можно принимать какие-то определенный характер, само проживание жизни и оборачивается в определенный характер. А когда ты догадываешься, то это бывает иногда настолько не в точку, настолько неправильно, только потому, что ты не знал как и догадался, как догадался. Но жизнь – это не догадаться. Жизнь – это диалог. Это всегда диалог. Это диалог со своим ребенком, это диалог со своим работодателем или со своим работником, это диалог с другом, это диалог со своим партнером, это разговор, это диалог. Мы состоим из диалогов. Поэтому в этом месяце такая очень красной нитью будет звучать: искусству научиться выражать свои чувства, не мысли, чувства, то, что вы чувствуете. Ну что, бесконечно вас уважаю и люблю.